$25. Именно столько стоит эта игровая гарнитура, и мне кажется, это самый доступный игровой девайс, который я держал в руках. Самое забавное то, что стоимость я узнал где-то спустя неделю эксплуатации, и, мягко говоря, она меня шокировала. В этом обзоре я предлагаю разобраться, как тут обстоят дела с качеством, комфортом и, самое главное, звуком. Это Dwyer Gaming HG330, меня зовут Сева Приходько, поехали! Лично для меня в распаковке нет ничего интересного, потому сразу перейдем к их внешнему виду. И не поворачивается у меня язык назвать такое решение бюджетным. Где-то как раз год назад я с таким же удовольствием делал обзор на 5-ю PlayStation, и мне кажется, всем понятно, чем вдохновлялись дизайнеры из Dwyer Gaming. Здесь тоже немного футуристичный дизайн, и как вы уже успели заметить, эта гарнитура есть как в белом, так и в черном цвете. Но в любом случае здесь большие чашки амбушюр, и они не только внешне большие, но и внутри ухо проваливается внутрь и ничего не давит и не натирает, а потому можно комфортно сидеть в них по несколько часов. Обычно, когда мы говорим про недорогие решения, то производитель старается на всем сэкономить. Но здесь Dwyer Gaming даже как-то умудрились разместить RGB подсветку. Она не очень броская, здесь разместили логотип производителя и хорошо смотрится в обоих вариантах. И, кстати, если вдруг она кого-то будет раздражать, то ее можно как включать, так и отключать. Все управление организовано на левой чаше. Вот эта кнопка у нас включение и выключение подсветки. Здесь же можно включать и выключать микрофон. И есть колесико регулировки громкости. Относительно колесика, то, безусловно, это приятно, и это сделано, чтобы лишний раз не ковыряться в параметрах на компьютере. А вот к недостаткам я бы отнес то, что непонятно, в данный момент микрофон включен или выключен. То есть нет никакого оповещения, ни индикации. И когда меня отвлекали от игры, я микрофон выключал. А когда я возвращался в игру, то не сразу мог понять, микрофон включен или нет. Понятно, что за такие деньги в принципе хорошо, что микрофон можно включать и выключать, поэтому это скорее придирка. И еще сразу расскажу лайфхак. Здесь дело в том, что съемный микрофон. И если вы с непривычки не можете найти кнопку, но категорически быстро нужно выключить микрофон, то в крайнем случае его можно физически выдернуть. Или если вы не планируете пользоваться микрофоном, то чтобы он там нигде не цеплялся, тоже знайте, что его можно как отключать, так и включать вот таким нехитрым образом. К слову, на чашках и оголовье здесь мягкий вспененный материал, и регулировка позволяет комфортно себя чувствовать как человеку с большой головой, так и с маленькой. Тяжело спрогнозировать, будет ли в них настолько же удобно летом, когда будет жара. Но сейчас в плане комфорта и дизайна все идеально. И теперь перейду наконец к самому главному. Что же здесь по звуку? В первую очередь продемонстрирую работу микрофона. В комплекте есть ветрозащита, а потому тут минимально будут слышать ваши ахи и вздохи, и вы вряд ли будете, знаете, вот тем человеком, который почему-то очень тяжело дышит в Дискорде. И примерно такой голос будут слышать ваши тиммейты, если мы говорим про игры. И важно понимать, что основная задача этого устройства — это опыт как раз таки в играх. Если вы ищете какое-то универсальное решение, или вы, например, аудиофил, то нужно понимать, что за такую стоимость невозможно сделать хорошо вот абсолютно всем, чтобы и в играх было хорошее позиционирование, и в музыке они были идеальны. В целом, как бы бывают такие модели, не спорю, но ценник там обычно раз в 5 выше. И если мы говорим про игры, то тут все здорово, вы всегда понимаете, с какой стороны наступает враг, где там кто топнул в игре и прочие игровые моменты. А вот если говорить про общее впечатление и, например, опыт эксплуатации во время прослушивания музыки, то тяжело называть это их сильной стороной. В композициях будто бы иногда теряются детали и получается слегка бочковатый звук из-за перевеса низких и средних. Хочешь сделать погромче, но от этого детализации не становится больше, а потому я просто рекомендую тем, для кого важны наушники для музыки, брать просто соответствующие модели. А если нужна гарнитура для игр, то здесь как раз из-за преимущественно средних и низких в игре ничего не отвлекает и прекрасно слышно позицию врага благодаря действительно неплохо сделанному объемному звуку 7.1. Во всяком случае, за свою стоимость это вообще прекрасный опыт, потому что я тестировал огромное количество гарнитур, и там, где ценник был раза в 2-3 выше, то есть уже где-то $60-80, там не всегда было такое качество звука. Кроме того, производитель позаботился о программном обеспечении, и с помощью софта, ссылку на который я оставлю в описании, можно более точно настроить гарнитуру. Например, здесь можно отрегулировать громкость, в том числе микрофона, и кроме того, я тестировал звук до установки программы и после, и разница очень заметна, гарнитура стала звучать значительно лучше, потому must-have к установке после приобретения этого девайса. Если говорить про техническую составляющую, то диаметр динамика здесь стандартный 50 мм, частотный
диапазон от 20 до 20 тысяч Гц, а диапазон частот микрофона от 100 до 10 тысяч Гц. Комфортно в них было еще и потому, что они весят 260 грамм, и даже спустя длительное время эксплуатации голова не устает. Кстати, если вы заметили, то на подсъемке гарнитуры я использовал специально вот такую подставку для наушников от тоже 2E Gaming, и на нее я тоже оставлю ссылку в описании, потому что за $20 у меня наконец-то получилось организовать порядок на столе. И в этом решении вроде бы нет ничего удивительного, но обычно как? У меня валяется где-то наушники, с правой стороны болтается провод от мышки, с левой стороны подключен хаб, потому что мне катастрофически не хватает 3 USB в ноутбуке. А здесь, благодаря, казалось бы, такой банальной вещи и недорогой, можно и наушники повесить, и держатель кабеля для мышки здесь есть, и в то же время это еще и USB хаб. Из недостатков это то, что здесь USB 2.0, потому внешний жесткий диск или флешку с USB 3.0 я, как и прежде, подключаю в ноутбук напрямую. Но в любом случае у меня теперь порядок, подставка довольно симпатичная из-за RGB подсветки, и я думаю, это может быть очень прикольным подарком какому-то другу-геймеру, ну или себе под елочку на Новый год. По итогу что? Я не знаю, как 2E Gaming удается поддерживать такое качество за такие смешные деньги. Понятно, что гарнитура не идеальна и есть некоторые пробелы, особенно когда мы говорим про опыт эксплуатации при прослушивании музыки, но как повседневная гарнитура для игр, ютубчика, в дискорде с кем-то пообщаться. И если бюджет ограничен, то я крайне рекомендую пересмотреться к этой модели. Ну и себе я выбрал вот такой белый вариант, потому что, объективно, даже ценником $100-200 не всегда можно найти такой красивый дизайн. Если остались вопросы по девайсам, то приглашаю вас в комментарии. Буду очень рад лайку за старанию и подписке, если вы впервые на канале. С вами был Сева Приходько. Как всегда, скоро увидимся.